понедельник, и это значит, что сегодня я начинаю нашу серию тренировок New Body. У нас их будет 3 раза в неделю и на протяжении 3 недель. Вот наш календарик. Ну что, поехали! Начинаем с разминки. Разминаем шею хорошенько. Стороны. Вверх, вниз. И по кругу. Делаем все медленно, аккуратно. В другую сторону. Отлично. Тянемся в сторону. Добавляем ручку. И в другую. Теперь делаем большие круги корпусом. В другую сторону. Разминаем ножки наши. Делаем приседания. Носочки ног смотрят в сторону. Коленки тоже в сторону. Спинка ровненькая. Вдох, выдох. Всегда вдыхаем носом, выдыхаем ртом. Теперь тянемся ручками в сторону, немножко присаживаемся. Ваши коленки должны быть согнуты, чтобы нагрузка тоже пошла на нашу попу. Отлично. Наклончики в сторону. Так же само мы чуть-чуть присаживаемся. Отлично. И выпады в сторону. Ножка впереди сгибается в угол 90 градусов. Делаем все пульсирующими движениями. Оставляем ножку. Тянем ступню к себе. Тоже пульсирующие движения. Можно держаться за диванчик. Оставляем ножку, держим. То же самое на другую ногу. И тянем к себе. Глубоко дышим, расслабляемся, готовимся к сильной тренировочке. И выпады в сторону. Хорошенько тянем внутреннюю поверхность бедра.
Остаемся, тянемся, растягиваем мышцы, это очень-очень важно, чтобы мы не получили никаких травм. Отлично. Тянемся вниз, глубокий вдох, выдох. Отлично. Итак, я одеваю утяжелители по 2 килограмма на каждую ножку. Если у вас нет утяжелителей, можете делать упражнения без них. Просто будете делать больше раз. Итак, становимся. Можно ручки согнуть в локтях, тогда нагрузка не пойдет на спину. И поднимаем ножку нашу вверх, делая прямой угол. Как можно выше ее. Заталкиваем наверх. Нога у нас не касается пола. Так, с утяжелителем 2 килограмма я делаю 30 раз. Без него можете делать больше раз. Делайте как можно больше. Смотрите по своему самочувствию. Теперь замираем на 30. Держим ножку. Так мы просушиваем наши задние поверхности бедра. Отлично. Растягиваем наши мышцы. Садимся на попу и тянемся в стороны. То же самое повторяем на другую ножку. 30 раз. Делаем так 30 раз на одну ножку, на вторую. Замираем. Считаем до 30. Это самое хорошее, самое эффективное и самое легкое, наверное, упражнение для попы. Отлично. Тянемся. И переходим к нашему прессу. Скручиваемся и поднимаемся наверх. Так у нас работает наша прямая мышца живота, которая включает в себя верхний и нижний пресс. И когда мы поднимаем ножки, так мы уже задействуем наш нижний пресс в полной мере. Так можете делать 15 раз. Один счет – это 2 движения. Вернулись и поднялись наверх. Когда поднимаете ножки наверх, хорошенько упирайтесь ручками об пол, так вам будет легче держать равновесие. Не забываем правильно дышать, это очень важно. Отлично. И теперь переходим к выпадам. Берем пару гантелек в ручки и делаем выпад. Опорная нога должна создавать 90 градусов. Вдох носом, выдох ртом.
Так я делаю около 20-25 раз. Отлично. И опять же наш пресс. Я расставляю ручки и ножки в стороны и поднимаю сначала одну ножку, вторую, потом две одновременно. Также опять прорабатываем наш верхний и нижний пресс. Подбородочек смотрит вверх. Поясница у нас всегда должна быть прижата к полу. Поднимаем себя только за счет пресса. Отлично. Так я сделала 15 раз. Один счет — это одна ножка, вторая и две вместе. Всегда записывайте свой результат, так вы будете следить за своими успехами, бить свои же рекорды. И теперь наша попа. Мы становимся на коленки перед нашим ковриком и встаем сначала на одну ножку, потом на вторую. Когда мы опираемся на ножку, мы становимся на пяточку. Так мы прорабатываем наш переход между задней поверхностью бедра и самой попой. Сначала делаем на левую ножку 10 раз. И то же самое повторяем на правую ножку. Также 10 раз. Поехали. Следите за той ногой, на которую вы встаете. Вы должны вставать именно на пяточку. Здесь вес переводить на свою пятку. Именно за счет этого и прорабатывается наша попа. Отлично. И теперь пресс. По очереди поднимаем ножки и поднимаем корпус. До конца не ложимся, поднимаем себя за счет пресса. Так делаем 30 раз. Всегда, когда при последних подходах вы чувствуете, что вас пресс очень печет, и вы уже просто не можете выполнять это упражнение, вот эти самые разы, когда у вас все печет, это самые ценные наши минуты. Сделайте еще 5-10 раз, и тогда ваш пресс будет вам благодарен. И теперь мы замираем в таком положении. Держим себя так хотя бы минуту. Просушиваем наш пресс, тот самый жирочек убирается, который покрывает наши кубики. Подбородочек смотрит вверх. Держимся. Если вы чувствуете, что устали, отведите ручки назад. Один, два, три, 4, 5. Молодцы. Отдыхаем. Записываем результат. Не забываем пить во время упражнений. И, наконец-то, мое самое любимое упражнение – приседание. Я его делаю
гантелькой 15 кг. Если у вас нет гантели, вы можете взять любую сумку, запихнуть туда любимые книжки, сделать себе вес хотя бы 10 кг. Попробуйте, можете с таким весом, можете с меньшим весом, начинайте всегда с малого. Так я делаю 20 приседаний. Как всегда, пяточки у нас смотрят в стороны, носочки в стороны, спинка прямая. Вдох, выдох. Спинка у нас немножко наклоняется вперед, когда мы присаживаемся. Один небольшой секретик при приседаниях, чтобы у нас качалась и округлялась именно попа, когда мы встаем, мы должны немного сжимать ягодицы. Тогда, конечно же, пойдет больше работа на нашу попу. И прессик. Ручки за голову и делаем велосипедик. Коленом касаемся локтем, ножки у нас на весу, поясничка прижата, подбородочек смотрит вверх. Так я делаю около 30 раз. Отлично. Растягиваем свой пресс. Сидим в таком положении минуту. Как видите, мы чередуем упражнения на попу, на пресс, на попу, на пресс. Так ваши мышцы будут отдыхать и вам будет не скучно. И второй подходик с приседанием. Я вам покажу, как это выглядит со стороны. Приседаем как можно глубже. Спинка прямая. Когда встаем, сжимаем ягодички. Конечно же, 15 килограмм для начала будет вам много, поэтому вы можете делать эти упражнения или без веса вообще, тогда 3 подхода сделайте по 30-40 раз, или с каким-нибудь дополнительным весом. Смотрите по своим возможностям. Отлично. Растягиваемся. Замечательно. И сделаем нашу заминочку. Потянемся в стороны. Растянем все наши мышцы, которые проработались. Растяжка после тренировки также очень важна, потому что наши мышцы должны хорошенько растянуться, отдохнуть. Делаем выпад в сторону. Вставляем ножку и тянем к себе. Тянем теперь ножку тоже себе. Носочек смотрит наверх. Как можно ближе пытаемся подвинуться к коленке. Отлично. То же самое повторяем на другую ножку. Нога к себе. Тянемся.
тянем без рук себя. Носочек смотрит вверх. Отлично. И теперь растянем свой пресс. После каждого упражнения на пресс советую вам его растягивать, потому что мышцы пресса должны выглядеть у нас ровными и красивыми. Ну что, ребята, как вам тренировочка? Я просто нереально устала. Жду вас в среду. Подписывайтесь на мой канал, чтобы ничего не пропустить. Следите за обновлениями. Всех люблю. Пока!